Начало 19 века. Французский пехотинец идет по дороге где-нибудь в Германии или Польше. За спиной ранец, на плече ружье, впереди еще много километров. И есть одна вещь, которую он начинает ненавидеть уже после первых часов марша – штаны. Точнее, тесные белые кюлоты, которые сегодня мы бы без особых раздумий назвали лосинами. По воспоминаниям ветерана наполеоновской армии Эльзиара Блаза, они стягивали ногу под коленом и мешали нормально идти. В походе солдаты нередко избавлялись от такой одежды уже после первого бивака и переходили на более свободные брюки. Французская армия в конце концов признала проблему официально, и в 1812 году кюлоты для пехоты начали уступать место брюкам. Но возникает хороший вопрос. Зачем вообще армии заставляли человека, которому нужно пройти 20 километров, перелезть через забор, тащить ружье и потом еще драться, надевать на себя белые обтягивающие штаны? И почему спустя 100 лет солдат уже специально пачкал форму грязью, лишь бы его было хуже видно? Всем привет! Вы на канале «Оружие от А до Я», где мы говорим об оружии и о том, как оно меняло жизнь людей. А тему этого ролика подсказал комментарий автора Дед Махно под одним из прошлых выпусков. Лучше расскажите, почему все армии мира отказались от белых лосин. Так вот, история оказалась намного интереснее, чем я ожидал. Для начала разберемся с названием. Современные спортивные лосины солдаты 18 века, конечно, не носили. Речь идет о коротких тесных бриджах и кюлотах. Их шили из ткани или кожи. У кавалеристов встречались белые кожаные бриджи из оленьей кожи, настолько плотно сидевшие на ноге, что внешне разница с современными лосинами действительно небольшая. Американские солдаты времен войны за независимость тоже носили белые или светлые бриджи, часто из кожи естественного цвета. А у американской кавалерии белые кожаные бриджи сохранялись и позже. И это была не чисто военная мода. Армейская форма вообще выросла из обычной мужской одежды своего времени. Если состоятельный мужчина 18 века появлялся на улице в чулках, туфлях, коротких штанах до колена и длинном сюртуке, никто не удивлялся. Армия взяла этот силуэт и превратила его в форму. Только вместо прогулки по городу человеку теперь предстояло пройти в этой одежде половину Европы. Вот тут и начались проблемы. Но сначала поговорим о белом цвете. Сегодня идея вывести несколько тысяч человек на поле боя в белых штанах, ярком мундире, блестящих пуговицах и высокой шапке кажется странной. Современный солдат старается сливаться с местностью. Солдат 18 века, наоборот, должен был быть заметен. Представь поле боя того времени. Тысячи людей стоят плотными линиями. Командиры пытаются двигать эти линии как единое целое. Над полем постепенно висит дым от черного пороха. Солдату важно понимать, где его подразделение. Офицеру нужно видеть своих людей. Соседний полк должен отличаться от противника. Форма решала эту задачу. Яркие цвета помогали различать части и одновременно создавали тот самый внешний вид армии, который должен был производить впечатление на своих и на противника. Именно поэтому армии 19 века еще долго сохраняли заметную форму. А белые штаны прекрасно вписывались в эту систему. В строю они выглядели аккуратно, на параде еще лучше. Для всадника тесные кожаные бриджи имели и практический смысл. Свободная ткань при долгой езде могла мешать и натирать, поэтому кавалерийская одежда долго оставалась плотно облегающей. В британской гвардейской кавалерии белые бриджи из оленьей кожи можно увидеть даже на фотографиях конца 19 века. В 1895 году капрал первого полка спасателя позирует в валом мундире, стальной кирасе, высоких черных сапогах и тех самых белых кожаных бриджах. На параде выглядит великолепно. Теперь попробуй пройти в этом несколько десятков километров. Именно здесь начинается первая часть исчезновения лосин. И никакие снайперы к этому пока отношения не имеют. Первым противником тесной военной одежды стал обычный марш. Наполеоновский солдат нес с собой около 20 килограммов снаряжения по уставу. На практике вес мог доходить примерно до 30. Дороги были такими, какими дороги начала 19 века и должны быть. Грязь, камни, колеи. Обувь быстро изнашивалась, шерстяная одежда промокала и становилась тяжелой. И где-то посреди всего этого великолепия находились тесные кюлоты, которые пережимали ногу под коленом. Солдаты нашли решение быстрее генералов. Они надевали более свободные походные брюки.
Французская армия постепенно пришла к тому же выводу. Комиссия, созданная по приказу Наполеона, пересмотрела форму и устав 1812 года закрепил для пехоты брюки вместо старых кюлотов. Получается любопытная вещь. Белые лосины начали проигрывать еще тогда, когда яркая форма прекрасно чувствовала себя на поле боя. Они просто оказались неудобными, но белый цвет еще никто не отменял. Во время наполеоновских войн французский пехотинец вполне мог носить белые брюки. Использовались также другие цвета, а нижнюю часть ноги закрывали гетры. То есть армия сначала отказалась от формы штанов, до идеи спрятать самого солдата оставалось еще несколько десятилетий. А потом британский офицер отправился в Индию. Его звали Гарри Ламсден. В 1846 году Ламсден участвовал в создании корпуса проводников на северо-западной границе Британской Индии. И старая европейская форма там быстро показала, насколько она нелепа в другой войне. Солдату приходилось много двигаться по сухой местности. Яркая одежда хорошо выделялась на фоне земли. Ламсден сделал простую вещь. Он взял свободную хлопчатобумажную одежду и придал ей цвет местной пыли. Так появился хаки. Само слово связано с цветом земли или пыли. Получилась форма, в которой было легче двигаться и которая гораздо меньше выделялась на местности. Национальный армейский музей Великобритании считает корпус проводников первой военной частью, принявшей хаки. Но самое интересное случилось дальше. Другим солдатам идея понравилась. Во время восстания в Индии в 1857 году некоторые части начали самостоятельно менять цвет своей белой летней формы. Никаких специальных наборов камуфляжа им не выдавали, поэтому в ход шло все, чем можно было превратить белую ткань во что-нибудь менее белое. Сохранились сведения об использовании пыли, кофе, чая и других доступных красителей. Главное было простым – перестать светиться на фоне земли. Вот здесь история военной одежды начинает идти в сторону, которую мы знаем сегодня, но пока это все еще местная импровизация. Европейские армии продолжали выходить на поле боя в красивой форме. Французы носили синие мундиры и красные брюки. Британцы сохраняли знаменитый красный цвет. У разных армий были свои яркие сочетания, и это еще какое-то время работало. Проблема была в том, что оружие продолжало меняться. В начале 19 века пехота в основном стреляла из гладкоствольных ружей. Надежная дистанция была сравнительно небольшой. Линии солдат сближались. После нескольких залпов над полем висел дым. В таких условиях заметная форма была далеко не самой большой проблемой человека. Но дальше появился нарезной ствол. Потом казнозарядное оружие. Винтовки стали стрелять быстрее и точнее. Расстояние между человеком, который целится, и человеком, в которого он целится, начало расти. И вместе с этим изменился смысл цвета формы. Раньше яркий мундир помогал своему командиру найти солдата. Теперь тот же мундир помогал противнику обнаружить себя. Хороший пример произошел в 1898 году во время Испано-американской войны. Американские солдаты отправились воевать на Кубу в синей форме. На фоне местности она оказалась настолько заметной для стрелков противника целью, что некоторые военнослужащие начали размазывать по одежде грязь, пытаясь сделать ее менее заметной. После войны американская армия перешла для полевой службы на хаки, а затем приняла более темный оливковый оттенок. Синий цвет остался для другой формы. Поле боя и парад начали окончательно расходиться. Представь эту сцену. 100 лет назад солдата могли наказать за грязную форму. Теперь он сам размазывает грязь по мундиру, потому что чистый цвет помогает противнику его заметить. Вот насколько сильно изменились правила. Примерно то же происходило с британцами. Хаки появился у них в Индии еще в середине XIX века. Во время Второй англо-афганской войны его преимущества стали совсем очевидны. К 1885 году хаки уже широко вводят для службы в Индии, а затем приходит англо-бурское сражение. Британскому солдату приходится воевать против противника, который умеет пользоваться современными винтовками и местностью. Стоять посреди открытого пространства в яркой форме становится все менее разумной идеей. В 1902 году британская армия окончательно отказывается от красного мундира как полевой формы и переходит на темный хаки. Обрати внимание на дату – 1902 год. От наполеоновских белых кюлотов прошло меньше 100 лет.
За это время внешний вид солдата перевернулся почти полностью. Раньше его старались сделать высоким, стройным и заметным. Теперь главная задача формы на поле боя заключалась в том, чтобы человек как можно меньше отличался от земли вокруг. Первая мировая доведет эту мысль до конца. К ее началу большинство европейских армий уже использовало более спокойные цвета. Причина хорошо знакома нам по всей истории оружия. Стрелять научились дальше. Артиллерия стала точнее, появилась воздушная разведка. Человека начали искать с расстояний, с которых раньше его вообще никто не рассматривал как отдельную цель. Во время Первой мировой маскировка перестала быть хитростью отдельных солдат. Армии начали заниматься ей системно. Французы создали специальное подразделение камуфляжа в 1915 году. Британцы сделали свое годом позже. И вот теперь можно вернуться к белым лосинам. Почему армии от них отказались? Потому что на самом деле исчезли сразу две разные вещи. Сначала солдату надоело воевать в одежде, которая мешала нормально двигаться. Тесные кюлоты уступили место брюкам. А потом оружие сделало слишком заметную форму опасной. Белый, красный и ярко-синий начали уходить с поля боя туда, где по солдату никто не стреляет, на парад. Причем старая форма пережила саму эпоху, которая ее породила. В 1895 году британский гвардейский кавалерист все еще мог надеть белые кожаные бриджи, блестящую кирасу и алый мундир. Но это уже другой мир. На настоящей службе военная одежда двигалась в противоположную сторону. Она становилась свободнее, цвет становился незаметнее, а красивую форму постепенно оставляли для тех случаев, когда человека как раз должны были увидеть. Получилась довольно ироничная история. Когда дальность оружия была небольшой, армии тратили силы на то, чтобы солдат выглядел одинаково со своими товарищами. Когда оружие научилось уверенно доставать его издалека, пришлось учить солдата исчезать. И в этой истории белые лосины проиграли дважды. Сначала в походе, потом в винтовке. А совсем скоро армия поймет, что одного цвета уже недостаточно. Однотонный хаки скрывает человека на расстоянии, но если противник знает, куда смотреть, все равно остается человеческий силуэт. Тогда на форме появятся пятна, полосы и рисунки, задача которых будет уже не просто изменить цвет солдата, а сломать его очертания. Но это уже другая история. Подпишись, тут интересное об оружии.